Народ эвены с давних времен живет на восточной территории России. Сегодня его численность достигает 22 тысяч человек. Большинство из них проживают в Якутии. Также представители эвенов есть в Магаданской области, на Чукотке, Камчатском и Хабаровском краях. Традиционно эвены при рождении ребенка дарили ему часть стада оленей, чтили медведя как священное животное и делили добычу или улов между всеми соседями стойбища. У этого народа до 20 века не было письменности, а язык делился на десятки говоров, что не помешало оставить богатое фольклорное наследие. Шаманские тексты, сказки и были предания, в которых героями были не только богатыри-мужчины, но и женщины, побеждавшие в состязании с самыми сильными мужами. Кто такие эвены? Есть ли другие названия у этого народа? Как выглядит традиционное эвенское жилище? Чем занимались и что ели эвены? Ответы на эти вопросы вы узнаете из этого видео. Друзья, прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме, планете Земля. Подписывайтесь на канал Ямал Медиа. Мы начинаем. Эвены – это сибирский тунгуссо-маньчжурский народ. Само слово «эвен» означает «спускающийся с гор», «здешний» или «человек». Раньше этот народ также называли тунгусами и ламутами, то есть людьми моря. Некоторых камчатских эвенов называют арачелами, что означает «оленные люди». В Ольском районе оседлые представители этого народа именуют себя мене или менел, то есть «живущие на одном месте». Русские пришли на здешние земли только в 17 веке. К этому времени эвены уже сформировались в самостоятельный этнос. Их основным традиционным занятием было кочевое оленеводство. Интересно, что эвены ездили на оленях верхом. Этому мальчики должны были научиться еще в детстве. Якутские эвены занимались коневодством и охотой на лосей, горных баранов, диких оленей и пушных зверей. А прибрежные эвены ловили рыбу и ходили на тюленей. Особое место в жизни этого народа занимал медведь. Он считался священным животным, поэтому охотиться на хозяина тайги можно было только в исключительных случаях. При этом строго соблюдались правила и обряды. У эвенов существовал обычай немат. Для этого после охоты и рыбалки нужно было отдать всю добычу соседу, который распределял ее между семьями стойбища. Неудивительно, что основной рацион эвенов состоял из оленины, дичи и рыбы. Мясо чаще всего варили, рыбу ели сырой или квасили. Также в пищу добавляли лесные ягоды и травы. Кроме промысла, мужчины занимались кузнечным делом, обработкой дерева и кости, плетением упряжи, арканов и ремней. А вот обработка шкур, пошив одежды и все домашние дела лежали на женских плечах. Традиционное жилище эвенов бывает двух типов. Летнее называется илум. Оно имеет коническую форму и похоже на эвенский чум. Основным жилищем была чора-мадю. По форме своей напоминает чукотско-коряцкую ярангу. Сначала устанавливался цилиндрический каркас высотой до 1,5 метров, к нему крепили жерди, кровли. Посередине располагали горизонтальную жердь, под которой разводили очаг, а на нее вешали чайники и котлы. Если в Чора-Мадю жили сразу 2 семьи, то и горизонтальных жердей было 2, а также 2 входа. Каркас жилья покрывали оленьими шкурами, а внутри вешали меховые или тканевые пологи. Как мы рассказывали в самом начале, когда ребенок рождался, ему сразу выделялась часть оленьего стада – и мальчикам, и девочкам. Пока девочка росла, в ее стаде рождались новые олени. Все они становились ее свадебным приданым. Во время сватовства семья жениха должна оплатить тори – выкуп за невесту. По традиции он должен быть в несколько раз выше, чем приданное будущей жены. Раньше у эвенов было многоженство, а семью создавали в 16-17 лет. С приходом русских на здешнюю территорию народ массово крестили, и эвены стали одним из самых христианизированных народов Севера. Во времена советской власти были принудительно созданы оленеводческие колхозы и совхозы. Однако позже они развалились, и тогда эвены вернулись к традиционному образу жизни и ведению хозяйства родовыми общинами. Эвены и сегодня живут, сохраняя вековые традиции. Они не утратили родной язык, интерес к собственной культуре и устному народному творчеству. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного. И еще, друзья, у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании.